Для начала мы с вами отрежем отрезок 2 метра длиной. Я вот так вот на реле его натягиваю, чтобы мне было удобно плести. И где-то на середину, ну или не особо на середину, потому что можно будет пододвинуть, я начинаю надевать отрезки изнаночным креплением, так как показано на видео. И я буду надевать 10 отрезков по 200 сантиметров, ну или 10 отрезков по 2 метра. Это у нас будет как бы такая первая часть нашего чехла для телефона. Нам нужно будет потом сделать еще и вторую, точно такую же. Но об этом я все расскажу. Обязательно посчитайте, чтобы у вас было именно 10 отрезков. И мы приступим к плетению. Боковые нити мы пока что не берем по 2, а начинаем со вторых и третьих отрезков. У нас должно как бы 4 нити быть, и мы начинаем плести квадратный узелок. Если вам он знаком, то отлично, плетите. Если нет, то повторяйте с движением моих рук и то, как я располагаю нити. У нас с вами сейчас будет плестись первый ряд из квадратных узелков, и должно получиться их 4. Боковые вот 2 нити слева и справа, они пока что у нас не принимают участие в работе, они у нас будут потом соединять в круг наше плетение, наш чехольчик. Вот. Пока что проделываем первый ряд, далее мы перейдем ко второму ряду, который будет у нас соединять первый и второй узелок, третий и четвертый, и в нем будет уже меньше у нас узелков на 1, то есть их будет 3. Вот, смотрите, я начала переходить, соединяю и продолжать буду до того момента, пока вот как бы у меня не останется один узелок. То есть это будет у нас первый, второй, третий и четвертый ряд. Делаем квадратные узелки. И далее, сразу скажу, нам нужно будет повторить точно такое же вот действие, то есть натянуть нить, надеть 10 отрезков и проплести столько же узелков, столько рядов, как бы чтобы у нас была вторая часть нашего чехла, потому что мы потом будем соединять. Если вы делали сумки со мной хоть раз, то вы знаете, что я обычно там по 2 части как бы беру и соединяю их потом. Ну вот, сейчас посмотрите, у вас должно все точно так же получаться. И вот видите, у меня 2 моих части. Они лежат вот строго, ну точнее висят друг под дружкой. Сейчас мы будем их соединять сбоку начиная. То есть я проделываю узелок из 2 нитей, которые я оставила в начале, в первой своей вот этой части и во второй. И далее я спускаюсь, совершая узелки, и то есть завершая конечный круговой ряд. Я надеюсь, что я понятно говорю. Вы просто должны сделать как бы вот эти 4 ряда квадратными узлами вниз, чтобы это все было по кругу. Тут нет никаких хитростей, ничего такого. Главное, не ошибайтесь с рядом и как бы проделывайте все верно. У вас все тогда получится. Я полностью как бы проделала эти 4 ряда в круг. И сейчас я буду продолжать плетение по кругу как бы вниз и буду продолжать на протяжении 15 рядов. Как мы считаем, сколько рядов у нас, если видите, квадратный узелок у нас создает такую перемычку слева, потому что я левосторонне всегда плету, и по этим перемычкам можно вот так вот по диагонали посчитать, либо зигзагом, сколько у нас рядов. Я вот для своего телефона как бы 15 рядов определила. Вот, посмотрите, как я считаю. Может быть, для вашего нужно будет поменьше, да, либо вы захотите поменьше. Все точно проверяем, у нас должно все совпадать. И сейчас мы перейдем с вами уже непосредственно к закрытию нашего чехла. Я предлагаю сделать вот такую вот хитрость. У меня будут другие нити белые. Мы берем отрезок сантиметров 70 где-то длиной. И узлы как бы мы сложили вместе. То есть один узелок с передней части и с задней, я их как бы вместе связываю внизу, складываю нить вот эту дополнительную так, как я показываю, и начинаю такую небольшую оплетку. Сложить обязательно нужно так, как я показываю, чтобы у нас оставалась внизу, точнее, петелька, а вверху торчала ниточка. И после того, как мы сделаем намотку, мы должны нашу нить в эту петельку продеть, а потом подтянуть за верхний отрезок. И тогда у нас скроется наш узелок, и получится такая отличная вообще намотка, которую часто используют там при плетении подвесов, да, для цветов. Я вот часто в закрытии сумочек такое использую. То есть если вы плелись со мной, то знаете, что я такое промышляю. И нужно будет проделать такую намотку со всеми остальными отрезками. Получается, их будет у нас сколько?
5, да, должно получиться. Отрезаю дополнительные отрезки. Может быть, это будет тот же цвет, что и чехла. Может быть, это будет какой-то контрастный, другой. Вот, я выбрала белый, мне безумно нравится. Также я подрезаю потом, как вы видели, сверху, вот который отрезок висит, я его подрезаю. Нижние тоже можно подрезать, но я почему-то решила их оставить. Мне показалось, что это прикольно будет. Но также можно и нижнюю отрезать белую, чтобы она как бы не выбивалась. Но мне это понравилось, так что я оставила. Продолжаем делать и далее потом перейдем к ручке уже. Для ручки мне понадобится еще один отрезок. Около метра, 100 сантиметров длиной, да. Можно выбрать цвет как контрастный какой-либо, да, но я выбираю точно такой же, как и моя сумка. Складываю напополам и сейчас буду проделывать цепочку из квадратных узлов. Тоже вот если вы проделывали сумки по моим мастер-классам, знаете, что я вот обычно вообще обожаю делать такую ручку, проделаю цепочку, и потом как бы ее можно даже отрегулировать как угодно, если вы неровно там ее сделали. Вот, а так я тут не считала, сколько у меня получилось узелков в цепочке, потому что на самом деле у каждого может быть по-разному получиться. Вот, проделывайте до того момента, как вы думаете, что вам будет достаточно. Примеряйте просто сумку, да, и увидите. Если вдруг вы как-то ошиблись с тем, как наложили нити, да, и у вас это не на середине оказалось, то это вот плетение можно легко подтянуть в любую сторону. Покрытие я делаю таким образом, что отрезаю как бы лишний отрезок и потом с помощью крючка продеваю под свое плетение вот эти вот отрезки. У меня, правда, еще ни разу не распускалось ничего такого, то есть, ну, я делаю достаточно плотно плиту, вот, так что пока что не было никаких таких недоразумений, но если они и будут, тут можно легко там подкорректировать, либо еще раз сделать ручку, но, правда, у меня вот ни разу ничего не распускалось. Далее смотрите еще отрезки, которые торчат. Я не отрезаю их просто как бы там под корешок. Я вот так вот просто делаю узелок, и они у меня вот так вот висят. Это еще раз позволяет мне как бы легко вот эту где цепочка, как бы регулировать ручку. То есть я могу ближе, могу дальше пододвинуть, и она у меня будет висеть. Так, ну и бонусом я решила, что нам с вами тут нужно сделать декор. И с помощью отрезка, тоже метр длиной, и решила, что вот на одной из сторон можно сделать такую цепочку спиральную, да, ну то есть проделывать всегда в одну сторону наше плетение, то есть односторонний узел делать всегда в одну сторону, чтобы у нас закручивалась такая спиралька. Ну, я решила, что здесь это будет уместно. Также вы можете этого не делать, можете сделать это, наоборот, на двух даже как бы ручках. Я решила на одной. Мне вот так вот захотелось, понравилось. Вот не обязательно повторять, но если есть желание. И на самом деле, после того, как мы выполним этот декор, наша сумочка уже будет готова с вами. Я вас поздравляю. Мне она безумно нравится. На лето просто самое то. У меня входит туда даже Powerbank, телефон, карточки. Так что очень удобно даже вышло. Не просто такая сумка для телефона, а уже как бы многофункциональная. Рада подписке на канал, ставьте лайк, пишите комментарий, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Ну что, встретимся в новых видео. Всем хорошего лета и пока-пока.